Приветствую, друзья, приветствую сообщество. Сегодня у нас очень интересный материал. Сегодня у нас тест 125 на кастомном сварне. Интересен он вот по каким причинам. Во-первых, собственно, сравнение 125 на Урсе и на сварне. Мы с вами прекрасно помним, что Урс, в общем-то, теоретически, подчеркиваю, имеет некое преимущество в эргономике в плоскостном силовом резе. Но то теоретически. И вот сейчас хочется понять на практике, насколько это преимущество проявится. Второй момент, интересный по этому тесту, это, такое заочное, наверное, противостояние стали М398 производства Бёhle-Руденхольм против, соответственно, 125 производства Crucible. Это две довольно интересные, довольно злобные железки, и сейчас М398, появившись на рынке, что интересно, стальке, насколько я помню, лет 10 уже, а может и больше, но появилась она вот буквально недавно, и интересно, насколько результативность, а главным образом поведение будет разным. Ну и, естественно, хочется чуть-чуть поговорить про нож. Обычно я в таких материалах именно о самом кастоме не рассказываю, максимум показываю, но здесь оно того стоит. Для тех, кто на канале недавно, да и не только, я напомню и не устаю напоминать о том, что все результаты, всю информацию о тестах, методику, как тесты проводятся, зачем они проводятся, почему проводятся именно так, почему канат, почему такая толщина, какой вход, какой выход и так далее, вся эта информация есть в описании. На этом я останавливаться не буду. К слову говоря, вы можете видеть, наверное, в этом или в этом углу такой небольшой квадратик, в котором что-то мелькает. Это вот как раз ускоренное воспроизведение теста, которое пишется на камеру. Камер стоит две, и каждый тест, который записывается, он пишется полностью от начала до конца на камеру, полностью, и выкладывается на Яндекс. То есть каждый человек может посмотреть, как тест проходил собственными глазами, не только довольствуясь моим пересказом. Как я уже говорил, в таких материалах я ножа особо не касаюсь. Я его, естественно, показываю его, скажем так, крупно, но при этом мало что о нем рассказываю, потому что основной интерес у меня к железу. Этот материал, в общем-то, не отличается, но кратко хотя бы упомянуть я должен, потому что, скажем так, такой сложности в ноже я еще не видел. Давайте вообще вспомним, что такое сварн. Да? Сварн — это ведь не просто лайнер-лок, это не просто шайбы, это фактически, по сути, нулевые допуски и титановый каркас. Некая титановая рама, в которую вставлена карбоновая вставка, в которую, соответственно, вставлена другая титановая вставка. Это обычный серийный, если можно так сказать, сварн. Здесь же все это накручено совершенно на какой-то невообразимый уровень. Здесь вставка из циркути, то есть это сплав циркония и сплавов титана. Здесь фурнитура из полированной закаленной нержи. Здесь титан сам по себе точно так же шлифованный и под неким покрытием. Какое покрытие? Мне не сказали, видимо, какая-то хитрая тайна, но выглядит оно очень круто. И помимо всего этого, помимо вот этой сложности, в самих вставках из циркути, если это название правильное, это еще раз сплав циркония и нескольких видов титана, вот в самих этих вставках еще вставка из стабилизированного зуба мамонта. То есть вот уровень технологичности, накрученности этого ножа, он совершенно безумный. Вы знаете, я думаю, это уместно будет сказать, но именно заявочное, некое теоретическое преимущество Урса в эргономике, оно состоит в его назначении. Урс ведь позиционировался как нож пикниковый, а следовательно имеет некую предрасположенность в работе на доске. А следовательно имеет рукоять, которая несколько возвышается над общим уровнем ножа и, соответственно, общим привычным уровнем рукояти на том же сварне. С клином ситуация немного сложнее, на мой взгляд. Да, Варнклифф имеет преимущество, это факт. Но, видите ли, и Урс, и сварн — это 3,3 мм в обухе, это 0,2-0,3 сведения, это исключительно режущий профиль, исключительно режущая геометрия, и с клинком, наверное, это все-таки в некоторой степени уже нивелируется, а вот с рукоятью — да. Но в чем нюанс? Нюанс состоит в том, что Урс, он ведь имеет достаточно покатые формы. И, естественно, эти формы, они нормально выверены, поэтому он работает нормально, но какими бы они ни были выверенными, эта покатость способствует в конечном итоге при большой нагрузке смещению руки при резе. То есть, когда канат разрезается, происходит давление в противоположное направление реза, и это давление смещает кисть по рукояти. И самое интересное, что здесь 125-ка. Поведение 125-ки, но об этом чуть позже. Так вот, это преимущество Урса в рукояти может быть нивелировано
Тем, что у Сварна сам по себе хват, сама по себе ухватистость, она не дает никаких смещений. Наличие активной вот такой яркой, четкой под пальцами выемки, оно способствует этому. Плюс ко всему, сам по себе мизинцевый хват на Сварне, то есть, когда мы режем, мизинец как бы фиксирует руку. На Сварне он лучше, чем на Урсе. Именно это, собственно, противостояние эргономик мне и было интересно. Я думаю, тянуть уже дальше нельзя, но я еще потяну. Вообще, этот тест, сейчас я уже возвращаюсь к М398 и 125, этот тест начался в начале ноября прошлого года. И, в общем-то, вы знаете, я не рассчитывал, что он продлится до конца декабря прошлого года. Это произошло не потому, что 125 отрезал 40 тысяч раз, нет. Это произошло потому, что в процессе тестирования я в какой-то момент, видимо, это была... Я же поставил 2 камеры, я говорил вам об этом, чтобы иметь возможность параллельно тестировать ножи. Очень мощные, с не очень мощными, чтобы контента было больше. И вот в какой-то момент я, наверное, перегнал с нагрузкой, и я потянул вот где-то вот тут. Где-то на неделю 10-12 дней я вылетел. Дальше я возобновил тесты. Тесты, слава богу, идут методично, поэтому это нормальная практика, в общем-то. И мне было интересно, что будет дальше. А дальше все семейство заболело, и я тоже, насморк, простуда. В общем, поэтому это шел 2 месяца. И когда я, собственно, заканчивал, я уже понимал, здесь точно будет что-то прямо вот такое, что не похоже ни на что другое, ни на Урс, ни на М398. И вот перед вами результаты, друзья. Когда я их увидел, честно говоря, ярости было просто безумное количество. Как так? Что мне теперь сказать? Как я должен это понимать? Я бы понял, грубо говоря, хотя бы у тебя плюс 100 резов, да? Давайте сразу. Даже 500-600 резов, это фактически на 10 тысячах это некая погрешность. Плюс-минус. Это может быть. Но когда результат тупо одинаковый, это говорит, я не знаю, о чем это говорит. Тесты будут еще, конечно, продолжаться, тесты будут идти дальше, и 125 будет в других эргономиках, посмотрим, все это выцепим. Однако, первый вывод, какой я могу сделать, наличие, собственно говоря, именно вот такой вот формы, которая на Урсе предназначена для плоскостного реза, наличие при этом Ван Клиффа, оно не гарантирует тебе стопроцентной победы над классическими формами. Это с одной стороны. А с другой стороны, что интереснее всего, наличие классической формы не гарантирует тебе проигрыша. Поэтому, пока, наверное, это единственный вывод, связанный с эргономикой. С М398 ситуация интереснее. Да, результаты сопоставимы, но если мы прямо сейчас, подвесим мне вопрос, а что из этого более суперсталь такая, это суперсталь, да, это более. Я могу даже сказать однозначно, к сожалению, пока. Для меня, к сожалению, потому как вы знаете, что я компанию Бёллер уважаю, Бёллер Руденхольм уважаю, люблю очень сильно, но пока 125-ка все-таки выше. Я сейчас не по результату, я сейчас именно по поведению. Как я уже говорил, при правильной качественной термообработке у рядового пользователя не будет физической возможности этот нож затупить. Естественно, его можно повредить, его можно что-нибудь выкрашить, это все возможно. Как говорится, и стеклянные все знают. Но в целом, в нормальной работе получить состояние, при котором нож начнет мылить, пока, сколько было, 4 125-ки на тесте, 2 из которых вышли, 2 были клиентские, всегда поведение вот такое. Она жрет всегда. Да, в какой-то момент она начинает тупеть, и, соответственно, усилия требуются больше, но это все. Она не мылит. Вообще. Обычно я считаю нормой, когда нож, скажем так, на своей рабочей остроте не мылит. А вот когда он уже идет на излет, там появляются такие участки замыливания, их неплохо видно в микроскопию, она есть на Патреоне, то здесь такого нет. Здесь нет участков замыливания. Я как-нибудь попробую все-таки провести более... кто помнит тесты товарища на банке, я тоже самое хочу со 125-кой сделать. Интересно посмотреть, но пока у меня таких разрешений не было. Но тем не менее, пока номинально, я подчеркиваю номинально, М398 и 125-ка по результатам идентичны. Плюс-минус.
Но по факту и по поведению на данный момент 125-ка, мне кажется, интереснее. Если материал вам, друзья, понравился, поставьте ему, пожалуйста, лайк, поделитесь видео с друзьями. Если не понравился, прожмите дизлайк, никаких проблем. Спасибо за просмотр и до новых встреч.